Мы никогда не открываем дверь, когда слышим только один стук. «Пожалуйста, просто впусти меня. Здесь холодно». Голос был хорошо мне знаком, только звучал старше, чем в моих воспоминаниях. Какое внимание к деталям. «Лала, пожалуйста». Использовать мое старое прозвище. Еще один неплохой штрих. Я сидела на полу рядом с дверью. Мои ноги обхвачены моими руками. Конечно, это должно было случиться в ту неделю, когда мои родители оставили меня одну. Они 1000 лет не были в отпуске. Я буквально умоляла их съездить куда-нибудь ненадолго. Для их же блага. Конечно, если я позвоню им, они сразу же вернутся домой. Но я не думаю, что это мне бы помогло. К тому же, я не идиотка. Я слышала стук, и я не буду открывать эту дверь. Когда кто-то приходит в гости, они звонят в дверь или стучат несколько раз. Большинство гостей действует наверняка и просто пользуются звонком. И после этого вы открываете им дверь, как обычно. Но никогда, ни в коем случае не стоит открывать дверь, если вы слышите только один стук. Это первое, что нам объяснили, когда мы переехали в этот район много лет назад. Ходят слухи о том, как люди пропадают или внезапно умирают после того, как открывают двери. Хотя все это предположительно происходило до того, как мы стали жить здесь. Я никогда в это не верила, даже когда была маленькой. Весь этот город просто безумен, и люди здесь в основном слегка эксцентричны и странноваты. Точнее, так я думала до того момента, пока не услышала, как после одного громкого стука под нашей входной двери меня зовет моя пропавшая сестра. «Пожалуйста, уходи», – прошептала я. Даже после всех этих лет я узнала ее голос. Услышав его, я сразу подскочила, в полной готовности широко распахнуть дверь. Но я знала, что это была не она. Я выглянула в окно. Перед входной дверью никого не было. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я наконец нашла в себе силы схватить свой телефон и набрать Максу, который был не только нашим соседом, но и одним из моих самых близких друзей. «Она здесь», — сказала я. Я понимала, что эта фраза для него ничего не значит, но не могла сформулировать свою мысль лучше. «Кто? Где?» — спросил он. «Руби». Тишина. «Что?» Макс начал говорить, но прервался. Она постучала. Этой информации ему было достаточно. «Ты же не открыла, верно?» Я покачала головой, чего он, конечно же, не мог видеть. «Я иду к тебе прямо сейчас, хорошо?» Я не уверена, сколько минут прошло, прежде чем Руби перестала звать меня из-за двери. «Эй, Лэйни, кажется, звонок сломался», — услышала я голос Макса. «Наверное, они испортили его». Я сглотнула. «Ты можешь постучать». Но какое-то время наступила тишина, за которой последовал один громкий удар в дверь. Когда я не открыла, звук Макса начал громко кричать. «Открой эту чертову дверь!» Его голос становился все громче и громче, пока не достиг такой частоты, что казалось, мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. Я не двигалась, не говорила, и в конце концов раздался дверной звонок, и голос стих. На этот раз это был действительно он. Последний раз, когда я ее видела, мы очень поругались. Сильнее, чем когда-либо. Мы сидели в гостиной с чаем, который успел стать холодным. Я редко открываюсь, когда речь заходит о Руби, но то, что я сегодня услышала ее голос, совершенно выбило меня из колеи. И все это из-за дурацкого Джека. Я закатила глаза. Макс улыбнулся. «Мальчик?» Я покачала головой и засмеялась. Джек был мягкой игрушкой в форме тыквы. Я никогда не говорила Максу об этой ссоре. На самом деле никто о ней не знал, кроме наших родителей. Я любила эту чертову игрушку.
Выиграла ее на хэллоуинском карнавале. Когда Руби увидела ее, она умоляла отдать ее ей, плакала часами, потому что она не выиграла ее. И даже когда родители сказали, что купят ей другую, она не перестала. Она хотела именно мою. Ну, она просто хотела быть похожей на тебя. Это мило. Я кивнула. Руби была на год младше меня, но вела себя так, словно мы были близнецами. Носила мою одежду, занималась теми же видами спорта и всегда хотела проводить время со мной и моими друзьями. Когда я думаю об этом сейчас, мне кажется это очаровательным. Но, конечно же, в то время это казалось мне просто невыносимым. Я вздохнула. Целыми днями я везде таскалась с этой куклой. Брала ее с собой даже в ванную. Скорее всего, я вела себя так просто из вредности. Но в то время у меня весь мир крутился вокруг этой куклы. И поэтому, когда однажды я вернулась после школы и увидела, что Руби разрезала ее пополам, я закричала на нее как никогда прежде. А она только смотрела на меня своими огромными глазами, полными слез. Макс положил руку мне на плечо. Да брось, Лэйни, братья и сестры ссорятся. Это нормально. Я видел вас вместе, и ты была охренительно замечательной старшей сестрой. Я кивнула. Конечно, я знала, что это лишь глупая детская ссора. Но если бы я могла повернуть время вспять, я бы отдала ей любую из своих сраных игрушек. Это произошло 5 лет назад. Сейчас Руби было бы 16. Мои родители годами пытались найти ее. Я думаю, что единственная причина, почему мы все еще не переехали, это надежда на то, что она когда-нибудь вернется. А может, она и вернулась. Просто немного иначе, чем мы ожидали. Макс, как думаешь, я схожу с ума? Он поднял бровь. Я думаю, ты уже некоторое время как сбилась с курса. Отшутился он. Нет, я серьезно. То есть, то, что я могла на самом деле слышать ее до этого, невозможно? Он пожал плечами. Ну, ты слышала стук. Хотя не думаю, что это действительно была она. Мы с Максом раньше смеялись над этим суеверием. Когда мы были помладше, еще до исчезновения Руби, мы разок сыграли в дзинь-дзинь-мотай. После нескольких домов Макс решил постучать в дверь нашей соседки, миссис Тельски. Кто-то заметил нас, и Максу пришлось выслушать очень длинные нудные нотации от его деда. Как будто это было чем-то серьезным. Мои родители тоже не обрадовались. Но Макса посадили на домашний арест на 2 месяца. Я тоже не думаю, что это была она. Но, мне кажется, это подражало ей. Или, по крайней мере, пыталась. В любом случае, я думаю, то, что ты не открыла дверь, было хорошим решением. Может, мы все немножко сошли с ума. Но лучше перестраховаться, чем жалеть потом. Правда? Макс предложил остаться на ночь, и я согласилась, не раздумывая. Мы накачали матрас и смотрели фильмы, пока я не услышала его посапывание. Самым замечательным в Максе было то, что мне всегда было с ним очень комфортно. Он постоянно оставался на ночевке с тех самых пор, когда мы были маленькими. Особенно после того, как Руби пропала. Его присутствие действительно помогало справиться с этой тишиной. Унылые мысли начали покидать мою голову, а тело налилось усталостью. Настоящие мысли стали перемешиваться со сном, и я начала засыпать. И тогда раздался еще один стук. Он доносился снизу, от входной двери, но я слышала его очень громко и четко. Мое сердце очень быстро забилось, точно так же, как сегодня в обед. «Макс, ты это слышал?» Прошептала я, но он не ответил. «Лала, здесь темно. Пожалуйста, забери меня отсюда». Новый звук Руби раздался снаружи. «Макс, скажи мне, что ты слышишь это». Я осмотрела его, но он не сдвинулся. Наконец я смогла собраться с духом, встать и включить свет. Глаза моего друга были широко открыты, но он не отвечал и не двигался. Я подбежала к нему и попыталась его потрясти, но все его тело застыло.
только глаза двигались. «Впусти меня!» – разрывался голос внизу. Я больше не знала, что делать. Макс точно не спал, но его как будто что-то сдерживало. Как будто у него был сонный паралич, но с открытыми глазами. «Они утаскивают меня! Лала, пожалуйста, помоги мне!» Не знаю почему, но я сразу вскочила и побежала вниз. Как будто сработал какой-то инстинкт. Может быть, это была она. Может быть, я могу вернуть ее домой. Но если это действительно Руби, это она делает это с Максом. Мои руки легли на холодную дверную ручку. Я двигалась практически, как будто я была в каком-то трансе. Джек у меня. Они починили его, Лала. Нам больше не нужно ссориться. Ее слова пронзили мое тело и разбудили что-то внутри меня. Я отошла от двери и пошла обратно наверх, проходя мимо своей комнаты, где все еще лежал Макс. Но я не остановилась, а прошла в следующую комнату, в старую спальню Руби. Все здесь выглядело так же, как и тогда, когда она еще была здесь. Мои родители так и не решились что-то изменить. Все было по-прежнему. И Джек по-прежнему лежал на ее кровати, куда я положила его 5 лет назад после того, как сшила его обратно. Они почти подловили меня.